Привет! Меня зовут Маша, и в этом ролике я хочу рассказать про незабываемый отдых в Горном Алтае. День первый. Вот, собственно, и я, голос за кадром. Я человек простой, зовут на Алтай, еду. 3 старпера собрались, обсудили, что взяли в аптечку. Это Настя, самый ответственный человек путешествия, по совместительству штурман и водитель номер 2. От сустава взяли. И Саня, наш основной водитель со стажем 1,5 недели к моменту путешествия. Чувствуете, какие мы отважные? От поноса тоже. Главное, от поноса. Ну, в общем, мы прилетели в Барнаул. Сейчас идем забирать нашу машину. Красную. Красивенькую. Саша выбирал. Невольно начинает казаться, что мы что-то делаем не так. Такие машины снимают люди, едущие в Горный Алтай. Такую машину снимают старперы типа нас. Наедем, надеюсь? Заполнили багажник машины продуктами и отправились в путь. К вечеру добрались до Горно-Алтайска и занялись поиском ночлега. Наш первый кемпинг. Доехали до Горно-Алтайска. Под Горно-Алтайском нашли кемпинг. Хочется отметить, что очень влажно, очень душно и очень сыро. Но сейчас вот у нас вот такой вот замечательный вид на речку Катунь, которая, конечно, мутновата, чтобы купаться и быстровато, но в целом мы довольны. Знаете, что самое страшное? Телефон идеально упадет в эту дырку, если его выпустить. Идем на Тулдинские пещеры. Пока что ощущение какая-то херня. Потому что мы плетемся за какими-то бабулями со скоростью 0,5 км в час. На таком фоне, Саша. От интроверта. Ужас. На Тавдинские пещеры сходили. Ну, надо меньше людей. Меньше лестницы и автоматически будет меньше людей. В целом души в пещере уже нет. Все забрала коммерция. Мы на перевале Семинском, 1747, если я не ошибаюсь. Здесь прохладно заметно, и я купила себе футболку. Какашки. Еще на Семинском перевале реально прямо ощутимо холоднее, поэтому если вы планируете, если вы вообще что-нибудь планируете, то просто всегда возите с собой тепленькие вещички. Ну какая-то неприличная концентрация красоты за одни сутки. В общем, мы ехали, планировали найти ночлег до перевала Чикитаман. И, в общем, не получилось как-то. Цена хаты
2400. За троих. Не с троих. человека, за троих. Что мы имеем? Огромную комнату на 4 человек, но мы здесь втроем. Туалет, который занят Саньком. Отличную, замечательную печку, причем которой можно кремировать человека, как я понимаю. Хорошую чистую кухню с чайником, с хорошим холодильником. Все чистенькое, все аккуратненькое. И самое охренительное, это утром наверняка будет просто потрясающий вид. Для нас оказалось огромным событием и открытием вид из этого дома, потому что когда мы вчера заехали, было максимум видно вот этот вот дровник. Такая красота у нас оказывается в домах. Просто потрясающе. Саня, вставай, тут слишком красиво, чтобы спать. Вот такой замечательный дом, село Ковчегень. Здесь есть и место для шашлыков, и великолепная беседка с диваном и подушками, банька, ну и самое, конечно, великолепное в этом всем это вид, который открывается с террасы. Гостевой дом, село Ковчегень, насколько я понимаю, он здесь один, не пропустите. Как говорит походница Маша, главное в горных местах быть в правильной обуви. Да, правильной. День третий. Выехали из села сейчас на смотровой на слияние рек Чуя и Катунь. Потрясающее место. Самое сложное во всей ситуации, связанной со съемкой видео, ты хочешь и насладиться этим прямо сейчас, и в то же время ты понимаешь, что пересмотреть ты потом тоже будет хотеться. Приехали смотреть петроглифы на карточке, потому что это наименее ветродуйное место. Пока что самое великолепное, что меня восхитило своим масштабом, своей мощью, это вот эта гора на фоне. Когда-нибудь я погуглю и узнаю, что это конкретно за гора. Кстати, по-моему, это Белуха, но это не точно. Не Белуха? Вроде нет. Погуглю. Ехали на Марсово поле, приехали не на Марсово поле, приехали к второму красному солярису, который полностью отсутствует. В общем, не наш вариант. Вариантов по добиранию туда не на своей машине. Кроме коров здесь нету. Поэтому, видимо, пускай это будет единственное место, докуда мы не добрались. Сегодня ночка выдалась не такая удачная и комфортная, как предыдущие разы. Нам везло. Искать начали ночлег где-то около полуночи, наверное, может быть, часов 11. Так вот, при повороте на Акташе в сторону Катурюк было занято все. Просто все. Куда бы мы ни звонили, везде мест нет.
кое-как нашли просто место под палатку. Ну, как бы здесь кемпинг, домики, и тоже так же, как мы, много людей с палатками, много кто, видимо, так же, как мы вчера, не нашел себе приюта. Но в целом все сложилось неплохо, единственное, неприятно ставить палатку ночью. Немножечко гундежа с моей стороны. И насколько людьми правит стадное чувство, то завязывают просто влажные салфетки. Ну, блин, хоть бы немножко подумали. Это элементарно синтетика, оно не как хлопковые вязочки, я думаю. Горные духи это не одобряют. Pink toes pressed against the carpet. Show your face and finish what you started. The record spins down the alley late night. Be my friend, surround me like a satellite. Tiger on the prowl. East of Eden, coming for you now. Keep me from the cages, under the control. Running in the dark to find east of Eden. Keep me from the cages, under the control. Running in the dark to find east of Eden. To find east of Eden. Это божественно. И Тоня пишет масштабов и просто нет слов. Это конечная точка. Мы изначально планировали доехать сюда. Дальше нас ждал путь обратно. Не доезжая до Чуйского тракта, остановились на ночлег в уютной базе. Отдохнули, набрались сил и на следующий день взяли курс на Чимал. Spilling out, little by little, tiger on the prowl. East of Eden, coming for you now. Keep me from the cages, under the control. Running in the dark to find east of Eden. Keep me from the cages, under the control. Running in the dark to find east of Eden. To find east of Eden. To find east of Eden. Вот это, видимо, поверхность. Есть, видимо, где пройти, есть куда успеть. Алтай сменился на Алтай 500. Тут все за 500. Мы на Чимальской ГЭС, которая построена в 1935 году силами заключенных. Как будто бы не читала Википедию перед этим. Выглядит как ГЭС маленькая. Как-то так. Мы наивно полагали, что приедем в Чимал и заночуем здесь. Сегодня суббота, и нам Чимал сказал: извините, приезжайте завтра. А нам-то сегодня надо. Делаем ставки, за сколько времени мы найдем ночлег. А быстро мы найдем, мне кажется. Ставка Сани быстро, моя ставка помучаемся немножко и что-нибудь найдем. В конце концов поставим палатку на дороге. Приехали в место под названием Узюк. Но Узюк оправдал свое название. Узюк мимо. Контент 18+. Лети! Лети! Всем привет. Да. Все. В конечном итоге мы нашли место. Новая территория. Поставлены беседки недавно. В общем, кемпинг. Взяли 300 рублей за палатку. Отличная новая банька. Приятные владельцы. Это примерно в районе Чимала. Место красивое. Провели отличный день на курорте Манжерок, а вечером вновь проходили квест под названием «Найди ночлег».
Объехали и обзвонили десяток баз, везде все было занято. Когда уже отчаялись и поехали ставить палатку, случайно увидели недавно построенную гостиницу «Горное солнце» со свободными номерами. Вот такая вот роскошная кухня. Ну как, она роскошная без нашего всякого вот этого. Здесь двуспальная комната с террасой. Я полагаю, тоже двухместный, потому что здесь кровать раздвигается. Но здесь будет мое роскошное ложе на сегодняшнюю ночь. Учитывая, что мы уже ехали ставить палатку, для нас это просто рай на земле. Лучик света в этой деревне. На следующий день с утра пораньше залетели на рафтинг-сплав по Катуни. Так сказать, напоследок решили получить эмоций. В общем и целом замечательно, если не считать, что холодно. Ну, солнышко вылезло хотя бы так. А когда мы выезжали, херачил дождь, там даже громыхало, и так нормально. Стоит отметить классный тур Мазай сплав, прикольный инструктор с чувством юмора, съезжали как бы не раз, и такой подход прямо за душу взял, нам понравилось. Отрабатывает свои заплаченные деньги. Свой косарь отработали даже сполна, я считаю. Впереди уже знакомый нам маршрут в Барнаул, а дальше домой. Надеюсь, мы смогли передать вам красоту и богатство природы Алтая. Пока! Но зато менялся на глазах, только вспомнит шум дорог. Все, что имел, лучше тратил и за порог сделал шаг. Мой друг давал команду братьям, вверх поднимая кулак.